Харькове устраняют последствия ракетного удара со стороны России. Оккупанты бьют по гражданским. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Кремль, несмотря на потери на фронте, готовит парады победы в 28 городах России. Что собираются демонстрировать миру? Юноармейцев, военнослужащих женщин, казаков и сводный военный оркестр. Красные линии для Украины. Какие цели определены для самолетов F-16? Мы говорим о передаче Украине уникального воздушного потенциала. Новый этап и угрозы. В Москве признались, что готовят удары по Украине. И утвержден план огневого поражения. Доброе утро, друзья! Для нас важна активность и интерес каждого из вас. Вы можете легко стать спонсором канала всего в несколько кликов. Вместе с донатом отправляйте нам и свои вопросы. Вашу активность мы видим и не оставим ее без внимания. Кроме того, лайки, комментарии, подписки и репосты помогают нашим видео оставаться в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда будете в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Путин обязательно ответит за свои преступления. В этом уверена Томока Акане, японская судья, которая в свое время была одной из тех, кто выдал ордер на арест Путина. Теперь же Акане возглавила Международный уголовный суд и в новом статусе заявила, далее цитата, «Месть неба медленная, но верная». Это о том, что ждет кремлевского хозяина. Интерпретировать эти слова, конечно же, можно по-разному. Напишите в комментариях, каким вы видите наказание для Путина. А я пока напомню, что Акане в свое время очень разозлила Кремль, и там решили завести уголовное дело на японскую судью за то, что посмела посягнуть на свободу Путина, и объявили ее в розыск. Суда и наказания для своей обидчицы хочет и та, которая недавно прижималась к Путину. Глава гагаузской автономии Евгения Гуцул после поездки в Россию решила судиться с Майей Санду. Требует извинений, потому что считает себя униженной. Теперь собирается защищать честь и достоинство, которые еще якобы не растеряла. Обещает Гуцул, если надо, дойти до Европейского суда по правам человека. Почему-то Московский городской суд ей не по душе. Постоянные оскорбления и беспочвенные обвинения в отношении первых лиц Гагаузии уже стали неотъемлемым элементом публичных выступлений Майи Санду. Сегодня мною было подано предварительное заявление в отношении гражданки Санду о защите чести и достоинства. Мы требуем публичных извинений и опровержения. ВСУ получат 300 тысяч снарядов от Чехии. Это количество даст Украине несколько месяцев жизненно важной передышки. Такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. По данным Wall Street Journal, именно Чехия нашла по всему миру и закупила 800 тысяч снарядов для Украины. В этом числе 500 тысяч боеприпасов западного производства и еще 300 тысяч советского. В то же время в Пентагоне говорят, что Украина в скором времени получит не только боеприпасы, а еще и истребители F-16, которые станут частью украинской ПВО. У Киева будут четкие рамки и правила использования этих самолетов. Мы говорим о передаче Украине уникального воздушного потенциала, перед которым стоит цель – защита своей суверенной территории в середине суверенных границ Украины. То, на чем фокусируется воздушная коалиция, это обеспечение Украины подготовкой, которая ей необходима для управления этими самолетами и, в конце концов, обеспечение доставки F-16 в Украину. Угроза за угрозой в очередной раз доносится из РФ. Шойгу говорит, что Путин отдал приказ формировать новые подразделения. Днепровскую речную флотилию, армейский корпус, мотострелковую дивизию и бригаду речных катеров флотилии. В целом, планы у Москвы грандиозные, как всегда. За 9 месяцев, говорят, в России появятся 2 общевойсковые армии и 30 соединений, в том числе 14 дивизий и 16 бригад. У Шойгу по всем фронтам все отлично. Везде атаки отбиты, беспилотники сбиты, абрамсы уничтожены, челленджеры утоплены в грязи. Потерь нет. Поэтому время готовиться к парадам и показать то, что осталось. В этом мероприятии будут задействованы более 9 тысяч человек и 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация воздушно-космических сил.
В состав пешей колонны включены полки, батальоны, роты по видам и родам войск вооруженных сил, расчеты участников специальной военной операции, суворовских, нахимовских, кадетского и музыкального училищ, юноармейцев, военнослужащих женщин, казаков и сводный военный оркестр. В этом году военные парады пройдут в 28 городах страны. В них примут участие свыше 50 тысяч человек и около 1000 образцов вооружения и военной техники. В войне России против Украины начался новый этап. Атака на российское НПЗ и их уничтожение стали ключевым элементом обороны Украины, в то время как ситуация на линии фронта сместилась в пользу Москвы. Об этом пишет Bloomberg. Авторы издания называют Россию бензоколонкой с армией, а использование Киевом БПЛА успехом как на суше, так и в море, где были уничтожены российские корабли. Путинские друзья тем временем уже открыто рассказывают, что продолжат бить по украинским городам и сейчас решают, какие точки станут следующими для удара ракетами. Кстати, следующее видеопризнание в будущем вполне подойдет для суда. Как только будут определены объекты для поражения и утвержден план огневого поражения, сразу эти ответные меры будут применены. Новая цель для украинских войск появляется у берегов Абхазии. По информации грузинских медиа, Россия активно работает над созданием и уже завершает строительство там военно-морской базы для Черноморского флота. В октябре прошлого года самопровозглашенные власти региона подписали для этого специальное соглашение с Кремлем, дав волю Путину. В МИДе Грузии тогда жестко осудили планы России, назвав их грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности своей страны. Видимо, осуждение не помогло и не повлияло на планы Кремля. Аналитики Defense Express считают, что пока Черноморский флот не сможет здесь прятаться от украинских дронов. Пока невозможно сказать, что масштабные работы действительно идут, и то, что весь Черноморский флот России уже скоро перебазируется на эту небольшую базу с бухтой размером 200 на 200 метров. Однако отметим, что сама инициатива России разместить даже часть кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Ачамчире демонстрирует то, что для Кремля 130 километров до НАТО, а именно такое расстояние от этой базы до границы с Турцией, безопаснее, чем базирование в оккупированном Севастополе. В Польше накануне состоялась масштабная акция протеста фермеров. Они блокировали несколько сотен дорог по всей стране. Требования все те же: отказ правительства Польши от европейского зеленого курса и блокада агропродукции из Украины. И на границе с Украиной вновь возникли проблемы. Агропротестующие взялись не пропускать на въезд и выезд из Украины пассажирские автобусы. В Киеве требовали от польского правительства вмешательства в ситуацию. Кроме этого, в Министерстве сельского хозяйства и сельского развития Польши заявили, что будут обращаться в Совет министров, чтобы все-таки приостановить транзит украинских продуктов, например, сахара, птицы, яиц, яблок и других фруктов. Когда осел не хочет тянуть нагруженную телегу, то можно повесить на палку морковку и тянуть ее перед ослом. И он потянет телегу, думая, что вот-вот схватит морковку. В Европейском Союзе этой схемой и этим образом пользуются уже много лет. Мы, фермеры, идем за этой морковкой, тянем эту телегу, а по дороге у нас из карманов вынимают деньги. Вот как это выглядит. Впервые я познакомился с Hot Wheels на дворовой распродаже вместе с отцом. Я рылся в коробках и нашел модель Beach Boom. Я не думаю, что мне нужен рекорд Гиннесса. Уверен, что есть коллекционеры, у которых больше машин, чем у меня. Я просто наслаждаюсь хобби. На
этом пока все. Если вам нравится наша работа, напомню, вы можете поддержать ее кнопкой «Спасибо» под роликом или стать постоянным спонсором канала. Всего в несколько кликов. Вместе с донатом отправляйте нам и свои вопросы. Вашу активность мы видим и не оставим ее без внимания. Наша команда продолжает следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь вместе с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.